сожалению или к счастью, без веб-аналитики никуда. А почему вот это эффективно, а вот это неэффективно? А почему вот здесь пришло 3000 пользователей, а здесь только 2000? Должно быть желание докопаться до истины. Почему так, а не вот так? Интересно искать разгадку на загадки, которые ставит в себе вот наш бизнес. И нам маркетинг не нужен вообще. Всем привет! Меня зовут Анна Лемешевская. Я являюсь веб-аналитиком во многих международных проектах. На данный момент я преподаю курс по веб-аналитике в IT-академии. Веб-аналитику можно определять очень по-разному, но общее понятие веб-аналитики — это как система, которая позволяет нам анализировать собранные нами данные из веб-пространства, то есть из сайта. Это анализ поведения посетителей, это анализ самих посетителей сайта, нашей целевой аудитории, что они делали на сайте, откуда они пришли, как они узнали об этом сайте, какие их дальнейшие действия были после того, как они посетили сайт. Таким образом мы можем выявлять действия, которые они совершают наиболее часто. Первое, что мы делаем, что мы можем сделать, проанализировать наших пользователей. Кто они такие, сколько им лет, какие у них интересы, где они живут, где они находятся, как часто они посещают сайт, какая длительность сеанса у них на сайте, то есть все, что связано с пользователями. Дальше мы можем анализировать все, что связано с каналами привлечения. Откуда они к нам приходят? Это прямой заход на сайт, это переход по ссылке на каком-то другом источнике ресурсе, это переход из рекламы, это переход из социальной сети, там, из каких-то других рекламных платформ, не обязательно Google, Яндекс, откуда угодно, откуда они там переходят. Дальше мы можем анализировать всю цепочку поведений на сайте. Просмотр страницы, скроллинг страницы, клик по кнопке, покупка. Если это покупка, сколько товаров было, какие товары они посмотрели, какие в итоге они выбрали. Помогает или не помогает пользователям виш-лист, например, или список похожих товаров, которые мы дополняем страничку снизу. Помогает или не помогает ретаргетинг и реклама товаров, которая бегает за пользователями, привлечь пользователей обратно к нам на сайт. Все это мы можем увидеть с помощью веб-аналитики. Плюс, если мы настраиваем сквозную аналитику, мы можем видеть еще больше. Мы можем видеть их поведение офлайн. Веб-аналитик — это отдельная профессия, которая включает в себя анализ того, что происходит с нашим интернет-ресурсом. Это анализ эффективности привлечения трафика всех каналов. Это анализ эффективности посадочных страниц. Это анализ эффективности каких-то определенных элементов сайта, кнопок, каких-то размера шрифта, всего чего угодно, все, что происходит на сайте. Это выдвижение гипотез. То есть веб-аналитик, видя всю картину того, что у нас есть на сайте, строит какие-то гипотезы, дальше он прописывает, как это мы будем тестировать, по каким параметрам мы будем определять эффективность. Дальше он строит отчеты, которые позволяют оценить эффективность, глядя на этот отчет, чтобы не приходилось собирать постоянно миллиард данных из разных источников. То есть это какой-то дашборд, который включает в себя основные моменты, на которые мы будем обращать внимание. Посетители, конверсии, расходы, например, то, что важно для бизнеса. Как минимум, это все специалисты, которые работают в департаменте маркетинга. Тут понятно без слов, что им это важно. Дальше это руководители бизнеса, которые должны тоже уметь оценивать эффективность своего детища. В идеале еще и руководитель отдела продаж, который сможет сопоставить эффективность своего отдела и эффективность отдела маркетинга, эффективность интернет-ресурса. Ох, это очень интересный вопрос. Помимо Google, Яндекс, Метрики, веб-аналитик может использовать вообще все, что угодно, все, что есть. Google, Яндекс — это основное. Дальше, для того, чтобы оценить эффективность рекламных кампаний, например, веб-аналитик погружается и в Google рекламу, и в Яндекс.Директ. Веб-аналитик может использовать и Google Search Console, и Яндекс Вебмастер, Bing, Mail, веб-мастера в том числе, чтобы понимать эффективность органики в тех поисковых системах.
Плюс там же тоже есть рекламные аккаунты, рекламные кампании. Если реклама запускается там, то и там. Это и Facebook, бизнес-менеджер, Мета, все инструменты Instagram рекламы, TikTok, то есть всех рекламных инструментов, которыми пользуются в продвижении нашего бизнеса. Помимо этого, еще CRM-системы, CMS-системы, которым пользуется бизнес. Помимо этого, обязательно Google Tag Manager, которым просто каждый веб-аналитик должен владеть в совершенстве. Без него веб-аналитика настроена не будет корректно. То есть тот инструмент, который нам позволяет работать, не привлекая программистов постоянно. Естественно, колл-трекинговые системы. Их тоже очень много, они тоже разные. Они есть, например, в CMS-системах некоторых. Есть ROI-статы всякие. То есть миллиарды систем. Просто нужно выбрать основные для себя. Чаще всего основные — это инструменты Google, Google Tag Manager, Google реклама, Google аналитика, инструменты Яндекса, Яндекс.Метрика, Яндекс.Директ, плюс веб-мастера всевозможные, Google Search Console, Яндекс Вебмастер, плюс Locker Studio, это Google Data Studio, это то, где веб-аналитик будет строить дашборды и отчеты, чтобы руководителю не приходилось залазить в Google аналитику, в Google рекламу, все это смотреть. Мы делаем красивый отчет, отправляем руководителю и сами по этому отчету определяем эффективность отдельных направлений, строим какие-то гипотезы. Постоянно задавать вопросы и анализировать. У специалиста должно быть желание докопаться до истины. Почему так, а не вот так? Усидчивость. Усидчивость обязательно должна быть, потому что большой объем данных, работа с данными требует большого времени. Не всегда все получается с первого раза. Google меняется, Google аналитика обновляется, не всегда все хорошо работает. Плюс нужно разобраться с чем-то. Плюс должна быть креативность. Вот как раз для того, чтобы что-то придумать, чтобы что-то настроить. Или сгенерировать отчет, которого нет в Google аналитике. Тот, который нужен для конкретного бизнеса. Плюс нужно любить логику, нужно понимать, как работает взаимосвязь всех систем, что откуда куда передается, почему именно так передается, почему это проходит в конкретной последовательности. Сначала обрабатываются данные, потом они фильтруются, потом подгружаются в определенные разделы Google аналитики или Яндекс.Метрики. То есть все нужно это понимать и знать. Что еще? Любовь к цифрам обязательно должна быть. Вот без этого точно никак. Без любви к цифрам. Начинается с малого все, начинается просто с Google аналитики и Яндекс.Метрики. Дальше у веб-аналитика должны быть постоянные вопросы. Почему так? А почему не вот так? А почему вот это эффективно? А вот это неэффективно? А почему вот здесь пришло 3000 пользователей, а здесь только 2000? И задавая вот эти вопросы, он постепенно будет переходить к освоению новых инструментов. Все больше, больше, больше будет накапливаться. К Google аналитике будет подключаться Google Tag Manager, потому что ему нужно будет настроить события, цели. К Google аналитике и Tag Manager будет подключаться Google реклама, потому что там тоже нужно будет настроить какие-то цели. Дальше для формирования красивых отчетов, даже не красивых, скорее удобных отчетов, которые нужно видеть конкретно в этой ситуации, будет подключаться, например, Google таблицы. Там же и Google формулы всякие, и интеграция Google таблиц с Google аналитикой в том числе будет проходить. Там же, чтобы красиво это все выглядело, будет подключаться и Google Data Studio, сейчас Locker Studio. Поэтому это все постепенно приходит с опытом. Постоянно все меняется, у каждого бизнеса есть сезонность, у каждого бизнеса есть свои новые потребности, вывод новых продуктов, например, либо начинает продукт изживать себя, и появляются новые конкуренты какие-то, которые приносят что-то новое. И нам нужно понимать, что здесь мы проседаем, здесь мы наоборот растем, у нас тут есть свое преимущество. Для того, чтобы это видеть, мы должны постоянно следить за тенденциями. Если говорить конкретно по периодам, раз в неделю мы смотрим рекламные кампании, прям вот те, которые уже настроены, которые работают, мы отсматриваем раз в неделю, раз в 2 недели мы можем смотреть оптимизацию, мы можем смотреть сами рекламные объявления, раз в месяц мы обязательно делаем полный срез нашего сайта, наших посадочных страниц, всего остального. И дальше раз в 2 месяца, раз в 3 месяца, раз в квартал мы проводим более глубокий анализ, сравниваем себя с конкурентами, смотрим количество звонков по сравнению с предыдущим периодом времени, смотрим наш SEO-показатель,
показатель, нашу SEO-оптимизацию. И вот постоянно мы должны делать упор на нашу аналитику, мы должны делать упор на наши показатели для того, чтобы понимать, в каком направлении двигаться наша компания. Если вы руководитель, если вы человек, который замотивирован, который хочет, чтобы ваш продукт вырос, чтобы ваш бизнес разрастался и приносил вам больше доход, то, к сожалению или к счастью, без веб-аналитики никуда. Курс вообще шикарный на самом деле. Я сама училась на этом курсе. Значит, мы начинаем с базового, мы начинаем с АЗОВ, что такое веб-аналитика, из чего она состоит, какие есть системы для того, чтобы определять веб-аналитику, чем мы будем пользоваться. Туда могут попасть слушатели, которые никогда раньше не взаимодействовали с системами аналитики, но примерно понимают, что такое веб-аналитика. То есть, что такое маркетинг даже, что вот есть какой-то трафик на сайт, что этот трафик привлекается рекламой, что есть SEO-продвижение, что вот тоже там люди приходят, что есть реклама на радио. Ну, то есть, достаточно общего какого-то представления. И дальше мы начинаем разбирать, что вот у нас есть Google аналитика, есть Яндекс.Метрика, какие там есть возможности отслеживать трафик, что мы можем увидеть, что мы можем посмотреть. Дальше мы начинаем разбирать то, как мы можем это все настроить, какие мы можем использовать инструменты, что мы можем отслеживать с помощью этих инструментов, какие кусочки сайта мы можем определить. И самая интересная часть, которая мне больше нравится, цели и события. Она всегда очень интересная. Мы всегда много настраиваем, там, берем сайт, начинаем сайт анализировать и думать, так, вот у нас есть пользователь, он может прийти на сайт, и вот на сайте есть вот такие составляющие. Там, например, у нас есть синяя кнопка «Купить». А точно ли эффективна синяя кнопка? Может быть, лучше сделать ее желтого цвета, может, они будут лучше кликать на нее. Но для того, чтобы понять это, нам нужно сначала понимать количество кликов. И вот мы начинаем настраивать нашу аналитику, чтобы мы могли отследить количество кликов. И дальше, уже ближе к концу курса, у нас будет отдельная тема по АБ-тестированию. И там с помощью инструментов для веб-аналитики мы можем настроить, чтобы одним пользователям кнопка показывалась синяя, а другим пользователям желтая, например. И мы можем оценить, на какую кнопку чаще кликают, на синюю или на желтую. Это вот можно сделать без привлечения разработчика, только с помощью инструментов для веб-аналитики, то есть самостоятельно. Что еще интересного? Каналы привлечения трафика, как определить эффективность каналов. Там от офлайн до онлайн каналов. Мы будем затрагивать и колл-трекинг, будем затрагивать и UTM-метки, и разметки, и импорт расходов в Google аналитику, и настройку e-commerce в Google аналитике тоже. Там как это настраивать, как это можно сделать, что мы можем отследить, что мы вообще можем увидеть. Плюс к этому очень много практики. У нас в каждом блоке, на каждом занятии, там, не треть, примерно треть занятий посвящена практике. Это иногда проекты слушателей, иногда это просто проекты много кому знакомые, какие-то интернет-магазины, например. Мы можем посмотреть интернет-магазин, и вот как веб-аналитик оценить, что вот здесь, возможно, вот эта кнопка не кликабельна, возможно, эта страница плохо покупает, потому что кнопка «Купить» находится сильно ниже, чем первый экран пользователя. Все, что он видит на первом экране, это важная для него информация, дальше он просто проскроллит вниз, если ему будет интересно, если его заинтересует. А кнопки «Купить» нет. Вот, возможно, ее стоило бы перенести выше, то есть мы будем учиться строить гипотезы какие-то. Замотивированных слушателей, которым интересно разбираться в бизнесе, которым интересно разбираться в интернет-ресурсе и которым интересно искать разгадку на загадки, которые ставит в себе вот наш бизнес.